Всем привет! Обзор на новый бесщеточный PowerMax со штырьковым аккумулятором уже был на моем канале, а сегодня поговорим о версии Quick со съемным патроном. Как ни печально, но бесщеточные 12-вольтовые модели Metabo лишились возможности снятия патрона, как у щеточных версий. Она теперь есть только у версии Quick. Довольно странное решение, но ничего, к сожалению, с этим не поделать. Но не сняли с производства всеми любимый PowerMax, выпустили бесщеточные версии и на этом скажем немцам спасибо. Начнем с комплектации. Очень компактный кейс. Помимо всех инструкций в комплекте также есть зарядное устройство LC40 с током заряда 2,3 ампера. Второй аккумулятор, емкость каждого 2 ампер-часа. Белый защитный колпачок и сам шуруповерт. Обзор у нас будет сравнительный. Сравнивать будем с аналогичной моделью с аккумуляторами слайдерного типа PowerMax BS12BLQ. И первое, что бросается в глаза, это размеры. BS12 выше на 30 мм. Да, кажется, что разница между моделями больше 3 см, но крайняя точка возле кнопки переключения скоростей. А вот в длину ситуация меняется. BS12 компактней на 7 мм, если без патронов. Индикатор разряда аккумулятора, расположенный у BS выше курка, а у BS12 на аккумуляторе. Подсветка рабочей зоны тоже находится в разных местах, и в первом и во втором случае она с функцией после свечения. Но вот на BS12 это 5 секунд, на BS это 10 секунд. Регулировка усилия на BS имеет 20 значений плюс режим сверления. Диапазон зажатия от 0,6 до 4,2 Нм. Регулировка усилия на BS12 идентична на 20 значений. Диапазон зажатия от 0,5 до 5 Нм. Шпиндель, как вы уже поняли, имеет внутренний шестигранник подбитый с магнитом. Но магнит служит только для фиксации бит. Саморезы он уже не магнитит. Но есть выход из положения — дополнительный магнит. БС укомплектован крючком для ношения на поясе, который можно снять или перецепить на другую сторону. А BS12 комплектуется помимо крючка магнитным битодержателем
с винтиками. Давайте их установим. У битодержателя, кстати, довольно-таки мощный магнит. Для снятия аккумулятора у BS12 на корпусе имеется специальная кнопка. Нажав ее, можно вынимать аккумулятор. Информация на аккумуляторе. И можем наблюдать информацию на шильдике шуруповерта. На BS есть схожая кнопка, только она на самом аккумуляторе. Можем наблюдать контактную группу и информацию с аккумулятора. По поводу патронов. Патроны разные, но взаимозаменяемы. Оба могут зажимать оснастку до 10 мм. Замок есть только на одном из них, от BS12BLQ. Он же более массивный и, как мне кажется, надежнее. Его можно приобрести отдельно и использовать как со щеточным PowerMax, так и бесщеточным штырьковым. Вес PowerMax BS-BLQ 900 грамм, грубо говоря. Вес PowerMax BS-12BLQ 1 кг 73 грамма. Вес патронов 190 и 172 грамма. Аккумуляторы 191 грамм. И 228. Теперь проведем небольшой тест. Я взял 3 сверла по дереву 18, 25 и 32 мм. Максимальный крутящий момент у модели со штырьковым аккумулятором мягкий 20 Нм, жесткий 38. Со слайдерным мягкий 18, жесткий 45. Сначала сверлами 18 и 25 мм.
Обе модели справились практически наравне. Теперь сверло 38 мм. Я уверен, что эта задача невыполнима, но посмотрим, насколько сможет углубиться каждая из моделей. Сработала защита. Теперь BS BLQ. Тоже сработала защита. Он сам не сможет выкрутить сверло, поэтому на помощь приходит Makita. Думаю, вы сами видите, у какой модели получилось сделать отверстие глубже. Подведем итоги. Новинка, как мне кажется, получилась очень удачной. Любителям штырьковых аккумуляторов понравится. Некоторые жалуются на патроны, но его можно заменить при необходимости от слайдерной модели. Из недостатков это отсутствие инструмента на этих же аккумуляторах, но не всем, допустим, это нужно. По мощности он даже мощнее получается, как показал тест с 32-м сверлом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую модель вы бы в итоге выбрали. Всем спасибо за просмотр. Напомню о том, что желательно подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!